Привет! В общем, кормим пчел, лето кончилось, пора кормить пчел. Проблема в том, что, в общем, у нас есть сахар север, сахар юг. И сахар север он не отпускает в этих контейнерах больших тонн сироп, потому что там что-то угля нет. Короче, не знаю, угля нет в Германии. Вот, и мы получили, вон, корм стоит, его привезли, назад, он стоит тут в поле, все. Приготовили. Хорошо, что ты Ивана привез. Ну, конечно, это ж помощь. В общем, мы приготовили, все, корпуса привезли, все привезли. Иван самый главный помощник, да, по кормежке. По всем. Так, еще надо. Так, Вань, сколько? Еще. Ну, 4. Да, 4. Короче, лето кончилось у нас. Вот такие семьи у нас на сегодняшний день. Обработали мы кислотой. Начинаем кормить. А воспиталка, давай посмотрим, не что надо. Тут воспиталка, короче. Вот это воспиталка. Семьи сильные. Семьи сильные, да. Это воспиталка. Это последний раз я тебя задел. Смотри. О, висит борода. Это воспиталка. Мы пишем бумажку, клеим, пишем число. Вот прививка была 2, 7, 18, 10, 75. Нормально, ставь, Вань, хоть куда. Мы все равно некоторые семьи не будем. Вань, на которых наклейки в те семьи не надо ставить. Вот это, короче, зеленым должно быть подписано. Или вот это красным, может, я зеленый ставлю. Короче, в воспиталке где-то. Ну, короче, где наклейки, там не надо. Видишь, вот такая херня где. Где не надо семьи, где. На кирпич поперек поставить что-то. А, ну вот где поперек, то воспиталки, понял? Вот, он стоял в контровом свете. И все воспиталки. Корпуса пошли. Да, все. Сейчас давай сначала начнем отсюда. Короче. Женя тянет 28-литровый баллон. Хреново, что 28 килограмм эта херня весит. Вся. Вот так идет процесс кормления. Иван ставит корпуса, поднимает уголок пленочки. Я бы ему помог. Руки заняты, да? Да, руки заняты, да, все верно. И ставит ведерко. А Женя на праве хозяина пасеки разливает сироп. Таскает. Да, да. Женя, скажи, за сколько выберут вот этих? Тут, наверное, литров 6, да? 6. За 2 дня выберут. Ну, короче, смотри, тут 28 килограмм, грубо говоря, 4 ведра. Но если до полна долить, то 4 ведра будет. 28 на 4 разделить сколько будет? 28 на 7 4, килограмм. 7 килограмм. Да, ты меня поставил в тупик. Все. Сколько у тебя семей здесь? 63, по-моему, там отводки спереди, я не знаю даже. В общем, все бегом, дождь. Темп. Мы сегодня помогли Жене с кормлением. Это уже 4-й тачок, на котором мы побывали. А до этого трусили. Ведра были, тут все было, батя все приготовил. Просто если Я что-то просто затупил ты. затупил. Ну. В общем, вот такой процесс. Кормушка стоит, Андрей, я врать не буду. Кормушка стоит в пределах где-то 20 евро, да? А прикидываешь, сколько мне купить надо? Поэтому для меня мне выгоднее купить корпуса
которые пригодятся потом в дело. Проще рамки выкинуть, ну в данный момент я не знаю. Вот я один сегодня кормил, одного я закормил. Короче, час 30 семей. Ну сам открывал, ставил, все, понял. Он уже не сироп тут стоит, уже 3 суток. И не пришли, не утянули, Не отжали. не отжали. Все, докормили. Просто там спереди отводки этих под 60 пастом семей. сделали. И, короче, я их полью завтра кислотой щавельной. Или послезавтра, ну, обработать надо. И после того, как обработаем, сразу можно начинать кормить. Вот, что, ну, как мы искусственно Ну, роняем этими давай ртутами. тогда, да, в 2 словах просто расскажи. Короче, середина июля — это то время, когда ты должен сделать все эти кто-нибудь. Чистые, ну, как группа аналогов. Потому что пчела с середины июля успевает поменяться до зимы, то есть ты перезимуешь на пчелах именно этой матки. То есть если сделаешь позже, то у тебя будут пчелы, ну, от предыдущей матки останутся в зиму. Вот, и тебе надо пчел, чтобы были именно этой матки, которую ты будешь проверять. Вот, и до середины июля эти семьи все должны быть сделаны, эти отводки, чтобы они как бы показали, как они зимуют, как они весной развиваются. То есть оригинальные пчелы должны быть внутри. Ну и Вот. процесс. На 2 килограмма мы делаем, 2 килограмма это тот объем, который создает, ну, как семьи полноценно. Вот такой, грубо говоря, полный корпус. Что, пойдем посмотрим. В общем, это свежие отводки, вот, видишь, Амилан, B361 на Амиланде облетано. Ну, то есть, ну, силу видно, да, я думаю, отводка. Это полный корпус пчелы 2 килограмма. И они начинают полноценно развиваться. Но я не могу сейчас, к сожалению, увидеть, матку выпустили или нет. В общем, завтра я обработаю 3,5 щавелькой. Я не пользуюсь ничем, хотя можно тактиками и прочим пользоваться. Потому что мы производим где-то в пределах 10 тонн меда, плюс-минус. Вот, и мед сдаем в основном, и мед проверяет, чтобы не попасть, короче, надо пользоваться тем, чем разрешено. Раньше я бипинил, были времена, полоски ставил, но потом я на полосках влетел. Короче, как сказать-то? Ой, короче, не работают полоски в нашем климате, так скажем. Вот тоже 361 на Милан облетанная. То есть вот сейчас ты обработаешь щавелькой. Сейчас сам Сейчас расплода нет, муравьинкой это ты роль. обработаешь, да? Нет, По- сразу щавелькой. Короче, они безрасплодные, А, можно эти щавелькой. безрасплодные, Да, это понял. безрасплодные, можно сразу щавелькой лить. Ну, вот подойди с этой стороны. Сзади. Или там. Вот, ну, 2 килограмма пчелы, это примерно вот так вот. То есть это корпус битком. То есть никакие не килограмм, не полтора, именно 2 килограмма это тот объем, который нужен для который создания нужен, который полноценной наука говорит, семьи. надо делать. Наука говорит 2-2,5, ну на 2 делаем. Просто, когда, как сказать, матководство начинается, допустим, это май, да, много пчелы на нуклеусы, реально много, это больше 200 килограмм у нас где-то примерно уходит. И тогда, ну, как физиологические возможности нету в семьи, ну, как все равно ты просаживаешь их постоянно. А потом уже, вот как сейчас считать, сегодня 10, да, 10. 10 июля, 10 да. июля, уже все, у нас взятка нету, вон поле рапс молотить начнут, наверное, на неделе. И уже, как бы, получается, пчелы-то море, и она в любом случае отойдет в зиме. И чтобы использовать потенциал ее, ну, вот так приспособились. Ясно. Вот завтра вы будете трясти, увидишь, сколько пчелы. Там завтра чистые семьи, которые сейчас уже, как сказать, я не знаю, как по-русски. Ну, короче, их уже посмотрели, они пчел много, они не нужны. Из-за этого встрясем завтра нуклеусы их. Так. Все, спасибо. Друзья, если вам понравился ролик, не жалейте времени на комментарий. Расскажите, как вы закармливаете свои семьи в зиму. Возможно, именно ваш комментарий кому-то будет полезен. Поднимайте пальцы вверх или ставьте дизлайки. Хорошего вам настроения и успешной зимовки.